Ребята, если вам нравятся мои видео, то, пожалуйста, прожмите лайк, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Последние события, произошедшие с Гавсом, закончились как самый страшный сон. Он был очень рад возвращению домой к своей любимой хозяйке Амбер. Байрон выполнил данное обещание генералу и был с какой-то стороны даже рад, что он вернулся. После всего этого он начал понимать, что его эксперименты делают из него чудовище, которое готово пожертвовать всем ради получения результата. Нужно заканчивать с этим. Произошедшее с Гавсом было для него уроком. Минг, я не хочу, чтобы ты летел со мной. Если в городе никого не будет, может произойти всякое. Ты останешься здесь, а я же полечу на землю за нашим генералом. Ну, мы и Минг уже устали ждать возвращения Гавса. Он улетел навсегда и самостоятельно не вернется. Нума собирался лично вернуть его. Минг верил в друга. Пожелав ему удачи, они попрощались, и Нума, сев в космический корабль, полетел на Землю. Как вы помните, Колет с Эдгаром теперь официальная пара. Они работали в сувенирном магазине, проводили вместе бои, гуляли и развлекались. Вы спросите, а что со Спайком? Не волнуйтесь, с ним все в порядке. Он общался и с Колет, и с Эдгаром. Они были неплохими друзьями, и Бравлер больше никаких чувств к девушке не испытывал. Но случилось другое. У Спайка был смартфон, и там через приложение для знакомств он познакомился с одной девушкой. Он не видел ее, но по общению она ему очень нравилась. Девушка писала, что они очень похожи со Спайком, что она не такая, как все. Боец не особо понимал, о чем она говорила, но это ничуть не пугало его. В общем, как вы можете видеть, у Спайка все хорошо. Давайте переместимся к Гавсу. Интересно, как у него проходит жизнь в роли Бравлера? О боже, это шутка? Он стоял и общался с Булом. Это очень странно, ведь как мы знаем, Бул ни с кем особо не дружит. Да и другие Бравлеры к нему относятся с настороженностью. Как оказалось, Бул очень любит собак. А Гавс им является, да еще и умеет говорить. Ему с ним было очень комфортно. С ним Байкер не был таким злым, как с другими. Такого бойца я никогда не видел. Это необычно и круто. Бул уже хотел пойти сражаться и сказал: «Гавс, погнали вместе на парное столкновение!» Генерал не особо хотел сражаться. Он пока что забывает тот ужас, который с ним произошел, потому вежливо отказался. «Ну ладно, мое дело предложить. Смотри, не пожалей потом». Бул ушел, и Гавс остался один. Он направился к своей хозяйке Анне. Что это, черт возьми, было? Генерал Гавс, я пришел забрать вас домой. Гавс повернул свою голову и увидел космический корабль. Он вспомнил про данное инопланетянам обещание. Наш город и мы нуждаемся в вас, а вы, видимо, забыли про данное нам обещание. Гавс сказал, что не собирается возвращаться на их планету. Он принес глубочайшие извинения. Их планета не его дом. Он сейчас находится дома со своей хозяйкой и бравлерами. Никто не заставит его вернуться обратно.
Генерал, как вы смеете? Если бы не наша помощь, вы бы вообще не выжили. Мы сделали вас своим генералом. Дали одежду и этот бластер, который вы так гордо держите в руках. Вы обязаны вернуться, иначе мне придется применять силу. Гавс не хотел драки. Он спокойно повторил, что не собирается никуда возвращаться. Его дом — это земля и точка. Он ответил, что да, они помогли ему. Но также и он помог им с починкой вышки и монстрами, которые завелись в одном из зданий. Нума слушал его. Он хотел вернуть генерала на их планету. Гавс попросил улететь обратно и, повернувшись, начал уходить. Нума смотрел на него и понимал, что не может его так просто отпустить. Он сделал очень быстрый рывок и, приблизившись к Гавсу, ударил его так, что собака потеряла сознание. Простите, генерал, но вы пойдете со мной. Спайк за несколько дней решил выйти из дома на прогулку. Он все время общается с той девушкой, и времени ни на что нет. Оставив телефон дома, он вышел. Наконец, Бравлер задышал свежим воздухом. После гулянки он решил пойти на сражение и размяться. А то вечно сидеть дома не очень-то и полезно. Идя по дороге, Спайк вдали увидел очертания незнакомого ему Бравлера. Кто же это может быть? Он ускорился, чтобы узнать, кто явился на арену. Нума уже собирался взять Гавса и понести к кораблю. Зря ты сопротивлялся. Он хотел присесть и взять генерала, как вдруг на него полетела граната Спайка и откинула назад. Фух, Спайк, я думал, ты не успеешь. Он подошел к Гавсу и, подняв обе руки, показал, что не позволит забрать его. Зачем ты это делаешь? Кто он для тебя? Уйди отсюда, боец! Спайк никак не реагировал на его слова. Он никуда не собирался уходить. Нуму это очень разозлило. Он побежал на Спайка изо всех сил. Тот начал кидать кактусовые гранаты, но Нума ловко уворачивался от них, и Спайк не мог накопить ульту. Он добежал до Спайка и, ударив в пах, боец отлетел на расстояние и потерял сознание. Боже мой, что происходит? Я не могу на это смотреть. А знаешь, пожалуй, я тебя тоже с собой заберу. Черт, нельзя дать ему уйти. Кто-нибудь есть поблизости? Никого не было. Нума забрал обоих на свой космический корабль и улетел обратно на свою планету.